На этот раз мы сделаем необычную стойку ресепшн. Ведро эпоксидки, имитация волн и новая технология. Это не банальный стол-река, тут полноценный океан. Приятного просмотра. Эта история началась с того, что мы закончили ремонт в мастерской, и последняя позиция, которой нам остро не хватало, это хорошая циркулярная пила. Возле ее мы и стоим. В процессе выяснилось, что в официальный магазин Jet, что в Минске, давно нужна стойка ресепшн. Ее изготовлением мы и занялись. Это, кстати, первая работа, на которой мы опробовали новый Powermatic. Для декоративных элементов мы решили использовать массив туи. В первый раз довелось поработать с ней, и сказать по правде, не самый приятный материал в обработке, но довольно симпатичный. Ее мы и распускаем на обрезную доску. Следующим этапом уже обрезную доску делаем строганой при помощи фуганка. А когда имеем одну идеальную сторону, отталкиваясь от нее, выводим все доски в один размер при помощи рейсмуса. Когда у нас есть пачка идеально одинаковых по толщине и ширине досок, осталось их торцануть в нужный размер, чем мы и заняты. Сам корпус будет сделан из фанеры. При помощи крэговской приспособы засверливаемся и имеем вот такие соединительные отверстия. Когда все засверлено, красим фанеру. Тут достаточно валика, поскольку морилка наносится без особых проблем. Декоративные рейки, хотя учитывая их толщину, это скорее доски из туи. Мы крепим на клей и саморезы, притягивая их с обратной стороны. Когда мы имеем два таких щита, осталось собрать короб, для того чтобы стойка стояла уверенно. Ну а теперь переходим к самому интересному. Займемся столешницей. В основе будет лежать термоакация. Именно акация, на мой взгляд, максимально эффектно выглядит после термосушки. Как вы видите, она становится шоколадного цвета, и текстура становится очень выразительной, что можно будет увидеть после обработки. Так что немного терпения. Когда доска очищена от коры и прочего мусора, распускаем ее пополам, после чего запиливаем под 45 градусов. И уже теперь имеем примерную композицию. На бумагу переносим контур внутренней части. Именно по этому трафарету нам и предстоит сделать вставку. А вставку мы хотим сделать в виде морских волн. Для этого открываем специальную программу, задаем нужные параметры и получаем вот такую картинку, которую останется перенести на дерево. При помощи ЧПУ этим и занимаемся.
После 10 часов работы барельефной фрезой мы имеем вот такой результат. Да, пока ничего не понятно, поэтому зачищаем заготовку и останется ее только прогрунтовать. Перед грунтовкой накладываем трафарет на наши деревянные волны, но с обратной стороны, и вырезаем по линии. Конечно же, острые края нас совсем не устраивают, поэтому стесываем их, пытаясь сымитировать волны. Финальная примерка, и мы имеем вот такой результат. Теперь можно смело грунтовать. Сперва изолирующим грунтом, а затем порозаполняющим. Для того, чтобы заготовки без проблем извлеклись из эпоксидки, хорошенько смазываем их воском, после чего раскладываем по своим местам и занимаемся опалубкой. Первый слой делаем небольшим и грунтовочным. Для этих целей я взял состав под названием Wood Pro от Artline. Поскольку в дереве много трещин и пор, надо их хорошенько промазать смолой, но не заливать доверху, для того чтобы избежать большого количества пузырей в эпоксидке. Спустя 2 дня, когда первый слой слегка схватился, заливаем второй основной слой, все той же смолой Wood Pro, подкрашивая ее слегка голубым красителем. Пока смола сохнет, есть время поделиться отличной новостью. Мы с всеинструменты.ру решили провести конкурс и разыграть вот такой станок. Если кто-то еще не в курсе, всеинструменты.ру — это крупнейший онлайн-гипермаркет в сфере DIY. Сам частенько там заказываю и смело его рекомендую. Все просто. Для участия нужно написать комментарий, в котором должно быть написано, из какого вы города. Вы должны быть подписаны на мой канал и на канал всеинструменты.ру. Ссылки есть в описании. Итоги я подведу через 2 недели. Победителя выберет рандомайзер. Спустя 5 дней смола высохла и можно калибровать столешницу. При помощи вот такой фрезы от CMT. Кстати, очень удобная штука, учитывая то, что у нее сменные лезвия. Это уже не раз выручало нас после свидания с гвоздем. Следующим этапом на ЧПУ кладем заготовки из мореного дуба. Из них мы сделаем логотип JET. Перед тем, как покрасить все составляющие, достаем деревянные волны из заливки. В целом воск отлично сработал, если не учитывать пару нюансов, которые мы убрали при помощи наждачки. Итак, основу из фанеры и туи я крашу матовым лаком.
Нижнюю сторону столешницы, вернее слепок волн, хорошенько, не жалея, проливаю краской, которая светится в ультрафиолете. Я специально наносил краску толстым слоем, для того, чтобы она стекала, и в нижних точках ее осталось больше, что максимально позволит подчеркнуть рельеф. А лицевую сторону покрываем глянцевым лаком. Спустя 2 дня осталось собрать конструкцию и оценить результат. Да, с этим эффектом еще определенно стоит поэкспериментировать. Это наш первый опыт, но такая технология открывает много возможностей. Ведь формы и соответственно слепки можно делать какие угодно. Это не обязательно должны быть волны, так что пишите ваши идеи. А также напоминаю, что мы создали отдельную страничку в Instagram, где можно посмотреть и заказать наши изделия. Ссылка есть в описании. Спасибо за просмотр и добра от топора.